2024 год. Наконец-таки я добрался до Грузии, в то время как уже, по-моему, все здесь успели побывать. Здесь же я хотел бы поделиться с вами своим ощущением. Это видео такое, оно будет максимально в моменте снято. То есть здесь будет и история, здесь будут и шикарные виды, такие как такое вот Табилисское море, например. И, конечно же, постараюсь показать вам актуальные цены, актуальное настроение и атмосферу Грузии, вплоть даже вот до таких жилых застроечек. Ну что ж, погнали, посмотрим. Приятного просмотра и, конечно же, приятного аппетита! Этот трип имел начало задолго до поездки в виде волнения и страха. Но один из самых больших страхов было это пройти вот этот самый верхний лаз. Мы уже прошли российскую, прошли грузинскую границу. Да, мы решили пешочком, ну не пешочком, ладно, на машине проехать. Остановились в Владикавказе. Кстати, давайте во Владикавказ быстренько вернемся, и я там покажу один рум-тур. Да, я не фанат действительно рум-туров, но здесь я решил все-таки его показать, потому что, ну, действительно, на нас произвело впечатление. Это небольшая квартира. Начну с минусов, чтобы закончить на плюсах. Минус — это, конечно, вид, наверное, не самый приятный, то есть особо сильно не посмотреть, но в любом случае тот балкон, который мы здесь имеем, то есть это очень прям приятно, нежненько вот так посидеть с бокалом виски, насладиться, ну, виски попозже. Итак, давайте перейдем к комнате. Здесь у нас уже сразу же, естественно, играет мебель, как же без этого. Кровать, шкаф, все у нас в подвесных потолках, естественно, кондиционеры и так далее. Погнали дальше. Полы удобненько, классненько. Ванна. Мне реально она просто понравилась. Это просто отдушина какая-то. То есть, во-первых, все принадлежности, все, какие вам нужны. Также здесь такой пол. Включим. Красота. Ну, красота. Самый большой плюс. Они Dyson положили. Просто берите, пользуйтесь, пожалуйста, без проблем. Это вообще на раз-два. Классно? Классно. Опять же. Вспоминаем ремонтик. Ну и кухня, да? На кухне тоже есть один небольшой плюс. Вам покажу. Здесь много, вся техника, все аккуратненько. Кофе турецкий мы здесь положили. Я сейчас не найду. Но то, что я хочу найти, это, ну, скорее всего, от прошлых жильцов, поэтому надеюсь, что вам тоже повезет, немножко виски. Приятно? Приятно. И самый кайф, то, что это Владикавказ, а уровень такой, ну, дубайский, я вам скажу. И большой плюс, то, что это стоило всего лишь 4000 рублей. Но перед тем, как бежать искать ссылку, да, я ссылку оставлю, посмотрите, какого года это видео, и, скорее всего, цена может немножко измениться. А так, ну, я прям наслаждаюсь. Я на балкон, едем дальше на границу. История о том, почему я очень сильно боялся верхний лаз проходить, потому что, зараза, за неделю до я нашел группу ВКонтакте, есть верхний лаз, есть группа в Телеграме верхний лаз, там люди стояли 20 часов вот здесь на границе. Я набрал очень много еды. Очень много воды, потому что я думал, что будет стоять 20 часов. Нет, за чуть больше 2 часов, наверное, все это понадобилось, и мы едем в Тбилиси. Ну что ж, погнали. Дальше еще 5 часов дороги по живописным местам Казбеги. Это место почитается у горнолыжников. И мы в Тбилиси. Добрались на такси из Владикавказа, следовательно, это была Камри, и обошлось это в 2500 рублей с человека. Довольно хорошая скидка. Заселение. Здесь без рум-тура, так как самый обычный отель, зато в центре города. И вперед гулять! Обожаю это состояние, когда попадаешь в новый город, и тем более страну, и твой телефон просто начинает ломиться от фотографий, потому что ты хочешь все запечатлеть. А Тбилиси прям создан для того, чтобы тратить твою память на телефоне. Первый день в Тбилиси, мы пока особо сильно не углубляемся в какие-то, чтобы ходить по точкам карты. Мы вообще закрыли карту и просто гуляем, наслаждаемся видами, взяли грузинскую водичку, идеально. Ну и чтобы передать наши ощущения сейчас, пока что не буду грузить вас какой-то информацией, просто посмотрите, как мы наслаждаемся атмосферой города. На следующий день мы поняли, что пора менять план действий, и вот вывод. Все же нужно ходить, наверное, по точкам по карте, потому что вот такое прекрасное место
мы умудрились пропустить. Это отель, бар, кафе и еще там вообще просто замечательный, прекрасный вид. Можешь перевести туда, а потом вернуться ко мне, потому что, ну, здесь проводить время, мне кажется, максимально уютно. Локация, естественно, с адресом, пожалуйста. Ну а если вы все же из разряда планировщиков, то давайте пройдемся по местам, которые, ну, must-have для посещения. Лучшая точка для начала исследования города – это парк Рике, тот, который с двумя странными стеклянными трубами. Если вышли днем, то стоит запастись водой и перебегать из тенька в тенек. Поднимаемся на фуникулере и замок Нарикала, который раньше был главной цитаделью города и только разрастался. Увы, сейчас находится на реставрации, поэтому путь у нас пролегает в сторону статуи Мати Грузии. Советский период показывает нам, как любили символизировать тот или иной край своей матерью. Знаете, поддерживаю, это действительно символично. Раньше данный монумент был деревянный, и когда его меняли на алюминиевый, не стали убирать старый деревянный, и на горе красовалось две статуи матери. А символика – это чаша вина, говорящая о гостеприимстве, и меч, предупреждающий, что при необходимости сила здесь есть. Далее за 4 лари проходим ботанический сад и вперед наслаждаться природой. Если увлекаетесь флорой, то застрянете надолго, если нет, то скорее всего задержитесь только на водопаде. Мы прилетели в ботанический сад довольно быстро. И лайфхак, удобнее спуститься с ботанического сада к серным баням, не наоборот, потому что не придется идти в горочку. Серные бани – место рождения города. Да, именно так и появился Тбилиси, когда царь Давид-строитель обнаружил горячий источник, решил здесь остановиться, а вокруг бань начал активно разрастаться город. Возвращаясь в старый город, можно найти интересные петербургские веяния в плане улочек, баров и парадных. Если ходишь, мы здесь придумали в грузинских парадных, тбилисских парадных. Это такое, вот такое окно, прям в парадной. Это нереальное освещение, причем естественно. Так в придачу еще можно найти доходные дома, узнать у местных пароли от дверей и наделать крутых фоток. Мы, к сожалению, местных не нашли, поэтому наслаждались видами через стекло. Грустно. Без современных арт-пространств нам не обойтись. Чего стоит отель «Стамбо» в самом центре города, который моментом кажется бесконечным за счет возможности дать полный круг по его заднему двору и по всем прилегающим кафе. С течением обстоятельств мы попали в очень модный район, я так понимаю. Фабрика, ну ладно, я ее давно сохранял, но сегодня случайно не догуляли. Погнали, посмотрим, что здесь. Да, превращать старые здания заводов в модные лофты – довольно популярная практика, как оказалось. Так, я думаю, будучи молодым на стиле, точно не пройдешь фабрику. Место скопления самой молодой и свободной молодежи, как мне показалось. С неоновыми кафе, шоурумами местных брендов, коворкингами. Я тут почувствовал веяние Франции, только вот той Франции, которую мне в кино показывают, сам-то я в ней не был, как будто на этой самой кинопленке оказался. Блин, самый кайф и вайб в Тбилиси, я сейчас понял, это то, что вот шумная дорога, центральная трасса Александра Сергеевича Пушкина, вроде проспект, а теперь мы сейчас буквально вот отходим вместе со мной, сейчас ускоряется видео, и мы попадаем в очень милые, маленькие, узкие улочки, которые с такими заведениями. И вот позади уже более 9 минут ролика, а я все еще не поднимал тему грузинской кухни. Непорядок, исправляюсь. Но сразу скажу, про хинкали, грузинский салат смысла рассказывать нет, вы и без меня про это знаете. Расскажу про интересные места, которые мы нашли, и первое вы уже видите. В Грузии действительно очень много вкусных мест, это большой плюс, но очень сложно выбрать и найти что-то прям интересное, потому что глаза разбегаются. Мне посоветовали прикольный паблик, это не реклама, ну точнее нет, это реклама, но бесплатная получается, просто так рекламирую паблики. Короче, ссылка есть в описании, и там мы нашли прикольный анонс, интересное блюдо, сейчас нам его принесут, я о нем чуть-чуть побольше расскажу.
какую штуку нам сделали. В общем, здесь ребята, судя по анонсу, заколабились итальянская и узбекская кухня. И они делают пиццу с шашлыком. Стоит это все удовольствие 40 лари, ну вместе с чаем, ташкентский, с медом якобы, ташкентский. Дай пробовать, короче, очень голодный. Так. Можно точно сказать, что это дико необычно. Это как будто бы ташкентский наверняка знает, что можно было лепешку с шашлыком заказать, только это очень богатая лепешка с шашлыком. Насыщенно, очень вкусно. Самое главное, экономически выгодно, потому что за 40 лари можно наесться вдвоем. Такой контент, который ты сейчас хожусь, может сильно тебе поесть сладости, потому что мы реально за предыдущие 3 дня не сладости не съели. Мы наконец добрались сюда, просто посмотрите на интерьер. Действительно, мы совсем не знакомы со сладостями Грузии, да и вроде главная сладость это считается чурчхела, как в Грузии ее называют грузинский сникерс. Но данное заведение заставляет восторгаться ожившей сказкой, и я просто не представляю, как может подняться ротик и зубки, чтобы съедать такую красоту. Одно из тех мест, которые посоветовал мне человек 5, наверное, точно, когда узнали, что я в Грузии, это Зодиак. Я не понимал, что там, но мы сказали, обязательно жареные хинкали. Вот такой вот вам задел на то, чтобы сходить в это заведение и попробовать жареные хинкали. Зодиак. Найдете по Google карту. Как говорил ранее, Тбилиси привлекает своей красотой, улочками, архитектурой. Так и хочется снимать, фотографировать, искать ракурсы. И главное, не забывать наслаждаться моментом. Как пелось в песне «Фотографируй глазами». Давайте остановимся на архитектуре чуть более подробно. Оно того стоит. И первая остановка – Дворец торжественных обрядов, или, как его еще называют, Дворец бракосочетаний. А вот небольшое разочарование в мою поездку. Причина в том, что я заранее не зашел в Google и не прочитал про данное здание. Это Дворец бракосочетаний, который после развала простоял несколько лет в негодности, потому что никому он не нужен был. Ну а далее его выкупают в частную собственность, и теперь это закрытая территория, и туда, в общем, не попасть, приходится снимать вот такой вот кадр. Ну а так, чем примечателен этот дворец, то что здесь присутствовала даже сама Маргарет Тэтчер. А еще в Грузии довольно много памятников. Хоть я и потерял интерес к ним в последнее время, но мимо этого я не смог пройти. Итак, прошу вашему вниманию памятник плюс лингвистический факт. В русском языке все прекрасно знают, что есть очень много заимствований. А как вы думаете, сколько заимствований из грузинского языка перекочевали в русский? Не так много на самом деле, но одно самое популярное заимствование – это тамада. И вот, собственно, это памятник Тамаде на такой довольно ресторанной улице. Я не мог пройти мимо такого памятника, потому что сам в студенчестве промышлял подобной работе и был тамадой на свадьбах и мероприятиях. Знал бы я тогда ту традицию грузинскую, что нельзя пить, пока тамада не скажет полностью свой тост и не выпьет первый, и после него может только пить остальные. Знал бы, обязательно бы использовал. Ну что ж, попробуем те самые палаты. Грузинские лифты. Закидываем. Едем на 14. Поехали. Да. Небесный мост Грузии. Честно, он когда-то стал для меня визитной карточкой, поэтому я с большим удовольствием поехал на окраину города. Кто меня знает, я довольно большой фанат всего такого старого советского, хоть и не рожден в Советском Союзе. Но я не знаю, привлекают меня все эти вещи, и в том числе архитектура, советская архитектура. И Тбилиси просто не мог стать исключением в том плане, что здесь есть уникальная постройка 79-го, если не ошибаюсь, года. Если что, здесь появится плашка, какого на самом деле года. Уникальность в том, что здесь проброшен мост через 3 дома, 3 многоэтажки. Вот здесь она вот видна, примерно, по-моему, 15 этажей, если я не ошибаюсь, или 17 этажей. И вот мост, который соединяет эти дома, для чего? Для того, чтобы не надо было карабкаться в гору. И я очень рад, что я сюда тоже добрался. Кайф.
У меня сейчас за спиной находится просто вишенка на торте архитектуры Грузии, Тбилиси. Ну, лично по моему субъективному мнению. Главный архитектор Георгий Чахау был заместителем министра и главным архитектором, повторюсь, и поэтому сделал здание под себя. Действительно уникально и просто манит и привлекает внимание. Но сейчас это Банк Грузии, то есть такой местный крутой офис Сбербанка, назовем это так. Здание очень умело вписано в ландшафт, скорее даже не вписано, а едва набросано на ландшафт карандашом. За идею при проектировании использовали природные мотивы, то есть копировали дерево, которое имеет огромные кроны, но при этом занимает минимальное количество места на земле. Скорее даже используют корни для того, чтобы функциональность можно было оставить под землей. Ну и мы подошли к захватывающему вниманию сооружению, которое тянет к себе своей грандиозностью, вложенным смыслом и, конечно же, шикарными видами. Монумент летописи Грузии. Начну, пожалуй, с монументальности. Вот действительно, она поражает, потому что размеры, ну, прям себя действительно каким-то маленьким человечком чувствуешь. Ну и плюс история. Можно действительно каждый барельеф этот изучить и, собственно, узнать тот или иной виток истории как Грузии, так и христианства. 16 массивных колонн, высеченные из бронзы и меди, высотой более 30 метров. На бронзовых камнях в нижней части колонны отражены события из жизни Иисуса Христа. В верхней части короли, королевы и герои Грузии, фрагменты самого раннего грузинского агеографического произведения. А архитектор данного монумента Зураб Церетели также известен такими скульптурами, как «Слезы скорби» в Нью-Джерси и «Рождение нового света» в Пуэрто-Рико. И здесь, кажется, пришло время отправляться за пределы Тбилиси. Посмотрите, что еще приготовила нам эта страна. Столицу рассмотрели под всеми углами. Время двигаться за ее пределы. И первая остановка — регион Кахетия. Утро четверга начинается прекрасно. Очень рано встали. И уже в Кахетии, столица именно, огромный склад. У нас начинается экскурсия и, конечно же, дегустация в 11 утра. День, значит, точно пойдет идеально. Погнали. А удивлять нас начали сразу с большого производства. Цинадали, гурджани, саперави и мое полюбившееся кинзамраули. Все можно найти в одном помещении и в моменте продегустировать. Теперь экскурсия становится еще веселее по понятным причинам. Здесь также можно закупиться чем-нибудь. Ходит такая история, что археологи из Франции в свое время нашли в этом регионе старые квери, большой подземный кувшин для вина, датированный IV веком до нашей эры, и с грустью признали, что Грузия поистине считается родиной вина. Не стал проверять подлинность истории, просто хочу в нее верить. Как-то без национальных костюмов, естественно. Вот это я понимаю, настоящая традиционная поездочка. Даже сюда еще винишко, хотя винишко уже с утра было, поэтому давай пока так оставим. А мы двигаемся в Бадбийский монастырь, в 2 километрах от Сингнахи, место, являющееся главной мощью христианства Грузии, где покоится святая Нино. Святейшее место для целой Грузии, да и в целом для христианства, которое дарит просто нереальное удовлетворение. Поворачиваемся и просто наслаждаемся видами. До прихода христианства в Грузии было принято язычество, где главенствовали боги, имена которых называть является грехом. Святая Нино, родившаяся в Каппадокии, хотела найти хитом Господня, который по легенде был перенесен на территорию современной Грузии, а главная цель, которая явилась ей в видении, предвещала ей проповедовать христианство в этих самых землях. Ее большое путешествие до Мцхеты не прошло бесследно, и многие в этом городе последовали за ее целомудрием и последующим принятием христианства, которое в будущем распространилось на всю Грузию. А сам Бадбийский монастырь является местом упокоения святой Нино. А у нас пришло время остановиться в городе Сингнахи, который считается городом любви и в котором работает круглосуточный ЗАГС, где можно заключить брачный союз в любое время дня и ночи. Городок небольшой, но очень заразовый. В городе можно встретить одну из самых больших, самых главных сохранившихся крепостных стен с 28 сторожевыми башнями и насладиться видами Алазанской долины. Назовем это место китайской стеной. Действительно, стена служила для того, чтобы оборонять от врагов. У каждого поселения
последняя своя башенка, свой участок стены, где они, собственно, вот отсюда так от врагов и отбиваются. Довольно интересно, привлекательно, что можно вот так вот погулять. Также город известен выдающимся художником Нико Пиросмани, а известен не только своими работами, но и своим поступком. Влюбившийся во французскую актрису Маргариту де Север, которая заехала в город с гастролями. Тогда Нико, продав все, что у него было, купил огромное количество алых роз и усыпал ими площадь перед гостиницей, где остановилась Маргарита. Впечатлить? Впечатлил, но сердце, увы, не завоевал. А позже Алла Борисовна, в свою очередь, увековечила в нашей с вами памяти эту историю. Ну что ж, на часах уже 7 утра, мы немножко застали рассвет в Тбилиси. Все почему? Потому что сегодня у нас начинается очень большой трип, который будет проходить в течение дня. Мы успеем посетить Боржоми, Варди, Рабат. В общем, я думаю, это будет точно весело и интересно. Погнали! Позади 5 часов дороги. Было тяжко. Ну, с утра просто немножко сложно. В дороге 5 часов сразу. Но было ради чего. А именно, чтобы попасть вот в такой город Варди, который прям в скале. Сейчас чуть попозже мы покажем там. Ну, а вы прямо так в моменте. Оп, и 5 часов действительно стоили дороги. Как я обещал, оказались быстренько здесь. Действительно красивое, уникальное строение, которое служило в основном для оборонительного характера, потому что очень много турков, осман, которые нападали сюда, и, собственно, их очень быстренько разбивали, и никто не понимал, кто, как и зачем. Хотя, кажется, все же, вот, пожалуйста, прозрачно все видно. А вот и нет, здесь были скалы, которые, собственно, скрывали целый город. За счет того, что прошло землетрясение, теперь у нас открывается такой прекрасный, красивый вид на Варди. У меня, знаете, сразу возникает ассоциация с Петри, которая в Иордании. Да, там, конечно, огромный храм нереальных размеров, но здесь целый город, и, как видите, по масштабам он довольно сильно впечатляет. А если учесть, что он находится высоко в горах, куда мы не поскупились и заплатили 3 лари за подъем на автобусе. Но основная цель города была, само собой, оборонительная, так как сейчас от нашей точки до границы с Турцией, в прошлом Османской империи, всего 12 километров. И при этом в городе был храм, жилые помещения, даже сосуды для вина. И исследовать это можно, гуляя по самым узким тоннелям. У меня есть один страх, который я недавно обнаружил, это клаустрофобия. И сейчас мы решили погулять по храму. Узенький. Действительно, местами было довольно сыкотно, но потом понимаешь, что раз здесь толпы туристов проходят, то и у меня не должно возникнуть никаких проблем. Что интересно, в конце 80-х патриарх Грузии начал возрождать монашескую жизнь в таком памятнике культуры. И довольно успешно, потому что сейчас здесь действующий монастырь, который довольно хорошо благоустроен. Единственный минус, конечно, добираться так высоко. Течение продолжается. Это будет весело. Ну, назад тоже не вариант. Только так. Есть у меня такая маленькая слабость к некой грузинской воде, марку, которую, я думаю, вы все прекрасно знаете. Поэтому я просто не мог не приехать в такой город, как Боржоми. Тем более он еще и включен в тур. Поэтому, собственно, здесь будем из первого источника употреблять то самое легендарное Боржоми. Да. Водичка набрана. Ух ты, горячая, ничего себе. Подержи, пожалуйста. Чистокровная Боржоми из первоисточника. Блин, она точно такая же, только не газированная. Но по вкусу, да, конечно, тухлые яички. Много Боржоми, может быть. Процесс производства довольно интересный. По трубопроводам и скважин вода поступает на заводы, охлаждается, обогащается природным СО2. Зачем вообще обогащать СО2? Потому что он действует как консервант и помогает сохранить вкус и минеральный состав воды. По-хорошему, магазинную Боржоми лучше разогреть, тогда будет вот прям вообще как из источника. Впервые Боржоми стали продавать в бутылках за пределами страны в 1850 году, когда здесь активно начали лечиться русские генералы. Но знаете, я бы, наверное, вам лучше рассказал историю, почему олень считается символом города. В общем, есть легенда, что в окрестностях Боржомской долины был подстрелен олень. Животное бросилось в источник с водой, а через минуту выскочило оттуда здоровым и невредимым и скрылось от охотника. Знаете, есть, наверное, маленькое разочарование в Боржоми. Парк чем-то напоминает любой городской центральный парк, где есть всякие развлечения в виде попкорна, в виде чипсов на палочке,
и так далее. Сам город Боржоми, когда мы проезжали, немножечко такой побитый жизнью. Прям жалко смотреть на некоторые моменты. Ну, есть, конечно, да, само собой, прям центр-центр, там что-то вроде Красной Поляны. Вот, а в остальном, ну, не знаю. Да, водичку из первоисточника попробовать прям кайф. Хотя странно, вроде как бы Боржоми на первом месте в Грузии по экспорту. Ну, слушайте, легкое разочарование. Легкий флер разочарования в воздухе все-таки остался. Ну, знаете, я, наверное, понимаю, почему у меня были такие чувства, потому что мы пробыли в Боржоми не более 2 часов и прошлись только по припарковой части. Сам национальный парк Боржоми-Харагулия занимает 1% от территории всей Грузии. Но я, наверное, оставлю это на старость лет, когда вернусь сюда поправить здоровье. А что-то мне подсказывает, что в Грузию я не в последний раз приехал. Что ж, сегодня я решил отправиться в довольно противоречивый музей. Противоречивый, потому что он посвящен самому популярному грузину, наверное, во всем мире. Я так думаю, да, во всем мире. Это музей Иосифа Сталина. Вот его памятник. Я сейчас как раз-таки нахожусь в здании этого музея. Посмотрим, что он нам предлагает, что здесь рассказывается. Мне кажется, в рамках познавательности и интереса к истории такой музей определенно стоит посетить, когда тем более вы в Грузии. Музей находится в родном городе Иосифа Виссарионовича, Горе, в 100 километрах от Тбилиси. Добраться можно как на поезде, так и в составе экскурсионной группы. Я выбрал первый вариант. Сам музей, само собой, крутится вокруг вождя, но при этом плавно затрагивает все временные промежутки Советского Союза. Гид при этом плавно связывает каждый из промежутков с историей Грузии в этот период. Один из мрачных залов – это зал с посмертным гипсом Сталина, но который довольно резко переходит в зал подарков, адресованных вождю из разных уголков мира, в котором залипаешь надолго. Не закрывают здесь глаза и на репрессии, которые были в этот период, наглядно демонстрируя воссозданный кабинет КГБ с допросами и камеры, в которых держали заключенных. А если вы будете в составе экскурсионной группы, то вас обязательно проводят к бронированному вагону поезда и даже запустят внутрь, где можно будет наблюдать кабинет, покой и даже ванну, которой был оборудован поезд, служивший главе СССР. Вся дорога обошлась мне примерно в 20 лари и 30 лари за вход в музей. Вполне себе выгодно и, как говорил ранее, если вы увлекаетесь историей, это точно стоит вашего времени. Музей был противоречив довольно долгое время, потому что даже вешали плакат, что этот музей восславляет советскую оккупацию, а в Грузии не особо сильно рады этому моменту. Но музей показывает 2 стороны медали. Да, одну сторону чуть более тщательно отображает, но все же про те репрессии, которые проводились Сталином, тоже про это говорится, об этом упоминается, это показывается. Поэтому можно сделать вывод самостоятельно. Тебе не диктуют только одну какую-то хорошую или плохую сторону. А финальный блок я бы хотел посвятить людям Грузии, но начну издалека. Грузинские дворики часто называют итальянскими, хотя самое забавное, что с Италией вообще ничто не связывает. Ни архитекторы, ни здешние какие-либо итальянцы. А связывает только то, что окна находятся друг напротив друга. То есть вы видите соседей буквально вот как бы из окна. И это очень сильно влияет на всю ту атмосферу, которая царит в Грузии. Потому что Грузия — это в первую очередь не хинкали, не вино, это люди. Один из таксистов нам рассказал, что ему не понравилось в Москве, когда сосед соседа не знает, и это большая дикость для местных. Как так, не поинтересоваться, как у тебя дела, только не как в английском how are you и всем плевать, а людям реально интересно. Или, например, если ты скажешь, что собираешься к врачу, тебя расспросят от и до, как прошел твой прием, потому что за тебя просто-напросто переживают. Ну или вот вам еще один пример. Меня заранее предупреждали, что грузины очень любят угощать. Прям вот очень сильно, что невозможно даже отказаться. Я сначала так послушал, думаю, ну приятно, наверное, попали на добрых людей. И вот когда я ехал в Горе, в музей Сталина, со мной сидели, большая семья сидела, рядом со мной сидел молодой парень, ну как молодой, 33 года. Вот, и мы с ним разговорились, он сам грузин, он довольно много интересного рассказал мне про Грузию, про атмосферу, про то, как ему здесь нравится. Да, само собой, не без минусов. Потом они приступили к трапезе и говорят, будешь бутербродик с колбаской? Я такой, не, спасибо. А я недавно позавтракал, не сильно хотелось кушать, но нет, они прям настаивали. Я такой, ну ладно, возьму как бы хлебушек, взял вот такого вот размера хлебушек, ну обычный батон нарезанный. И они достают колбасу, которая заранее была нарезана вот настолько. То есть у меня вот такой вот бутерброд с колбасой. Я такой, охренеть.
Спасибо, очень приятно. Здесь-то я понял про то самое гостеприимство, о котором мне твердили ранее. Вот и подошел к завершению этот такой большой и, наверное, немножко спонтанный выпуск, в котором я постарался показать все, что видел сам своими глазами. Как я и говорил в начале, съемки были максимально спонтанными, то есть то, что видел, то и снимал. Надеюсь, вам это понравилось, надеюсь, вы оцените этот выпуск. Да, действительно, очень было приятно окунуться в эту атмосферу, и да, действительно, я жалею, что я не сделал этого раньше, потому что Тбилиси, да и сама Грузия богата на вкусности, на интересности, на достопримечательности, на историю и, самое главное, на людей. Люди, которые с теплом относятся к тебе. Это, наверное, главная характеристика, которую я как раз-таки подчеркнул в конце этого ролика и сейчас еще раз готов добавить, то что люди — это самое главное здесь, в Грузии. Путешествуйте и открывайтесь чему-то новому в этом мире. Увидимся!